Проезжая мимо этого роскошного особняка, сложно заметить его ужасающее отличие от соседствующих домов богатого района городка Вольфборо, штат Нью-Гэмпшир. Но то, что скрывалось за дверью этого богатства, можно описать лишь одним словом – кошмар. Многомесячные испражнения устилали полы всех 20 комнат дома, а по их углам и позади мебели прятались напуганные десятки собак породы немецкий дог. Животные, пытаясь перемещаться по дому, поскальзывались на собственных экскрементах. Это ужасно. Некоторые собаки, стоя на потрёпанных матрасах, из страха гавкали на спасателей, пытаясь защитить свою территорию. В ходе осмотра дома собак находили все больше и больше. В каждой комнате за закрытыми дверьми, в грязных железных клетках без еды и воды. Когда один из спасателей подошел к клетке, пес встал и, подойдя к решетке, пытался облизать его руки. Директор Общества защиты животных Соединенных Штатов Линдси Хамрик рассказывает, что запах внутри дома был таким сильным, что человек даже пару минут не мог там находиться. Вы переступаете порог дома, и вас буквально сбивает с ног этот ужасный смрад аммиака и всего остального, делится Линдси. Такой была жизнь более 80 собак в доме Кристины Фей, крупного размноженца собак породы немецкий дог, до ее ареста за жестокое обращение с животными. На протяжении долгого времени она занималась онлайн-продажей собак стоимостью не менее $2000 за щенка и, потакая своей алчности, потеряла все человечное в себе, доведя подопечных до ужасного состояния. Расследование началось после жалоб в полицию на шум и запахи, и вскоре после открытия дела животных забрали в приют, построенный специально для них. Некоторые собаки весили около 90 килограмма и, стоя на своих четырех, смотрели Линдси в глаза, не поднимая морды. А самому маленькому щенку было всего 10 дней. Хозяйка оставила животных в доме без воды и нормальной еды. Местами по дому были разбросаны куски сырой курицы, в которой уже завелись личинки. Кроме поголовного истощения, у многих собак были проблемы с паразитами, а у некоторых имелись открытые раны на теле. У многих были проблемы с глазами, рассказывает Линдси. У некоторых обнаружились болезнь сердца и нарушение двигательного аппарата как результат генетических отклонений. Несмотря на все пережитое, собаки не скрывали своей радости, наконец, оказаться в заботливых руках. Теперь они постоянно ходят на прогулки и много времени проводят на свежем воздухе, рассказывает Линдси. Одно чудо по имени Стив был еще очень молоденьким, когда его спасли. И было так чудесно наблюдать его превращение из очень напуганного и стеснительного пса в счастливого и жизнерадостного красавца. Последние 10 месяцев собаки живут в приюте и получают весь необходимый уход и заботу. Из-за поданной хозяйкой апелляции поиск новых семей для собак приостановлен. Хозяйка обвиняется по 17 пунктам закона о жестоком обращении с животными и может получить пожизненный запрет на владение ими. Как только дело закроют, собак распределят по различным службам спасения животных всей страны, которые займутся поиском новых домов для них. Линдси и ее команда, наблюдавшая за чудесной трансформацией животных на протяжении этих месяцев, считает, что правосудие и любящие семьи станут их самой большой наградой. Все мы очень привязались к собакам, как и они к нам. Теперь они знают, как это — иметь все, что им необходимо. Их жизни изменились к лучшему, а дальше их ждет еще более полная жизнь в кругу любящих людей.